Ты нас очень заинтересовал, поверь. Мы бы хотели тебе предложить работу в организации. Ни хрена себе! Ой-ой-ой, вневременная пустошь. Место, где время является пространством. Место, где у смотрящего есть голос. И место, в которое мы попали в предыдущей серии. Это было мощно. Напомню хронологию событий. Сначала мы видим непонятного работника организации. Далее заставляем этого работника отвести нас в саму организацию. И после, хоть мы и добиваемся телепортации, лишь попадаем во вневременную пустошь. Так ли это было задумано этим работником? Непонятно. Мы немного побегали, ничего не поняли, увидели смотрящего и впервые получили информацию от него самого. Ты все еще привязан ко мне. Тебе придется принять решение, которое ты уже принимал. Что это значит? Привязан ко времени, типа? Эй, смотрящий, почему ты меня переместил обратно в бункер? Что, черт возьми, происходит? Ладно, напомню, серия закончилась на «Продолжение следует». И давайте узнавать, что же там за продолжение. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы привязаны? Что это значит? Буквально цитата смотрящего. Все еще привязан ко мне. Тебе придется принять решение, которое ты уже принимал. Вот только-только я начал думать, что вот оно, наконец-то я получу 1000 ответов, узнаю, кто такая организация, но нет. Теперь я лишь понимаю, что надо будет сделать какой-то выбор, который я уже делал. Но какой? Какой выбор я делал? Надеюсь, вы понимаете, это вопрос, ответ на который мы не получим из какого-то учебника. Никакая Лая не сможет рассказать нам, что нужно делать. Да, она даже о смотрящем, походу, не знает. Придется хорошенько думать, догадать. Но перед этим понять до конца, кто такая организация. Меня все еще не покидает фраза Лаи, что они наемники. Значит, они на кого-то работают, верно? Также напомню, серия закончилась на появлении меня в бункере. Продолжение следует. И что в этом продолжении, узнаем через 3, 2, 1. Ой-ой. Ну неужели ты наконец-то очнулся? Здравствуйте. Может, ты встанешь уже и поговорим, а? Давай, вставай. Малецкий, успокойся. Не дави на него. Эй, ты в порядке? Да, кажется, да. Ты, может быть, ранен? У тебя что-то болит? Нет, вроде нет. Угу, хорошо. Тогда приходи в себя и не торопись. Время у нас еще есть. Как будешь готов, поговорим. Это пипец. Это явно не то, чего я ожидал увидеть. Давай, Малецкий, нужен горячий напиток. Да что, Аса, опять ты за свое? Это же не обязательный пункт регламента. Угу, не обязательный, но рекомендованный. Поверь мне, Малецкий, это поможет нам выиграть пару дополнительных очков. А в деле вербовки иногда именно они становятся решающими. Да, ну это же страшная глупость. Допустим. Хотя я предпочитаю избегать оценочных суждений в этом деле. Мы имеем дело с существами, которые слишком отличаются от нас, Малецкий. Я нахожу, что полагаться на рекомендации исследовательского отдела – это хорошая стратегия. Все-таки они постоянно наблюдают за этими существами и анализируют их поведение. Инструкции не просто так пишутся. Ну а если ты ни во что не ставишь наших исследователей, отдай хотя бы должное моему опыту. Да, как будто у меня опыта нет. О, я не говорила, что его нет. Но это опыт в другой области. Да, ладно, уговорила. Я сделаю горячий напиток, но в следующий раз будешь делать его сама. Вечно заставляю делать всю грязную работу. Здравствуйте. Да, приветствую. Как самочувствие? Ну, вроде нормально. А теперь скажи, ты готов с нами общаться?
Ну... Что, блин? Вытащить оружие, сбежать в карманное измерение? Не-не-не-не-не-не, я Прунус точно не скажу перед ней. Вытащить оружие как будто тоже звучит как бред, да? Согласиться, да, согласиться. Вот и отлично. Сейчас мой коллега принесет тебе горячий напиток. Не желаешь присесть? Да... Ну, здесь особо и негде. Ну так мы можем организовать? Нет, нет, спасибо, не надо. Какое-то странное настойчивое дружелюбие. Доверие вообще не внушает, если честно. Ну хорошо, хорошо, как скажешь. Ой. Здравствуйте, Малецкий. Вам так подходит это имя взять. Не стоило, конечно, но спасибо, я... Слышишь? Я говорил, что не стоило. Итак, давай для начала познакомимся. Меня зовут агент Браун, а это мой коллега, агент Малецкий. Здорово. А как мы можем обращаться к тебе? Ну, меня зовут... блин, и надо выбрать. Почему даже это я должен выбирать? Лыш-клыш-лош. Что это? Дэйв Лолошка. И мне кажется, что они сейчас меня скорее проверяют, потому что, очевидно, если они просканировали меня... Хотя, с другой стороны, а может быть, они не знают. Давай, Лолошка. Очень приятно, Лолошка. Ну что же, наверное, не будем тратить твое драгоценное время. Давай сразу к делу. Я думаю, ты уже в курсе, что мы агенты организации. И ты даже знаком с одной из наших сотрудниц. Ну, что? То есть бывших сотрудниц. Возможно, она даже что-то тебе о нас рассказывала. Подозреваю, ее отзывы об организации были не самыми лестными. Тем не менее, позволь нам рассказать тебе, чем на самом деле мы занимаемся. Дай нам шанс, Лолошка. Просто выслушай то, что мы хотим тебе сказать. И, конечно, мы будем готовы ответить на любые твои вопросы. Ну хорошо, говори... Нет, стоп, какой говорите? Это... Зачем им это? Я не совсем понимаю, вот этот диалог между Асой и агентом, который был в том углу. Мы его слышали как Лолошка или нет? Мне очевидно, что сейчас они просто хотят меня использовать, дабы найти Лаю. Я им не нужен. Ну типа, я для них 100% тупо мусор. Ну ладно, в любом случае, говори. Сперва позволь спросить, что именно Лаэтана успела рассказать тебе о нас? Я предпочту не отвечать на этот вопрос. Конечно, это твое право. Тогда давай я просто расскажу, как все обстоит на самом деле. Мы работаем на вневременную организацию, которая занимается устранением неполадок во временных линиях. Я боюсь, ты как существо, привязанное ко времени, не можешь даже помыслить о таких вещах. Поэтому очень сложно объяснить. Но если упростить сильно, существует бесконечное множество параллельных вселенных. Об этом, скорее всего, ты уже знаешь. Но внутри каждой этой вселенной существует бесконечное количество линий, которые... Веток же! Или веток, да. Можно говорить и так, и так. Нет, веток, только веток. В организации есть ярые приверженцы каждого из этих терминов. О, да нет же. Итак, возвращаюсь к сути. Организация занимается контролем каждой из существующих веток. Ну, вот. Если в какой-то из этих веток происходит то, что произошло в этой, то мы помогаем исправить возникающие ошибки. Пойми, время очень сложная, тонкая субстанция. С ней нужно обращаться бережно. Ох-охо. И, к сожалению, не все, кто имеет способность взаимодействовать со временем или как-то влиять на него, понимают всю серьезность каждого принятого ими решения. Из-за такой неосторожности могут возникать разные временные парадоксы, катастрофы и коллапсы. Сотрудники организации занимаются как раз устранением этих неполадок. На первый взгляд наши методы могут показаться категоричными, понимаю. Но поверь, все, что мы делаем из соображений общевселенской и общевременной безопасности. Если бы не организация, множество вселенных уже давно бы схлопнулись. Или наступил бы общевселенский и общевременной конец. Так, ладно, допустим, это так. Но зачем вы меня-то пытаетесь убить?
Разве я чем-то угрожаю этой линии? Я в нее попал уже после конца света. И, кстати, о конце света. Очень хотелось бы узнать, что здесь вообще произошло. Тише, тише. Сейчас ты задаешь очень правильные вопросы. Действительно, агенту Малецки была поручена миссия по твоей зачистке. Однако зачистить он должен был не тебя. Мы были убеждены, что ты — это не ты. Хорошо, что Малецкий не преуспел. Иначе бы совершили бы огромную ошибку, верно? Ну... Не то чтобы я не преуспел. Ладно, я отдам тебе должное, ты очень проворный. Организация была бы рада заполучить такого сотрудника. Вот. Ты что, ты, Малецкий? Подожди, ты об этом позже. Ты мне сейчас весь порядок сбиваешь. То есть, что же касается твоего второго вопроса, Лолошка, то, к сожалению, мы не можем на него ответить. Я бы, правда, очень хотела поделиться с тобой информацией, но ты должен понимать, у такой серьезной организации, естественно, очень строгая политика неразглашения. Поэтому о некоторых вещах я тебе рассказать не смогу. Пока что. Мне очень-очень жаль. Так, ну ладно, хорошо, я понял. А что насчет Лаи? О, Лая. Лая — это тяжелый случай. Вообще-то она была прекрасным агентом. Я несколько раз ходил с ней на парные миссии. Она всегда работала четко, эффективно, не болтала по пустякам. Считай, идеальная напарница. Ну, что ты? Я понимаю, что она была твоей подчиненной, но все-таки она больше с нами не работает. Ну, вообще она действительно была прекрасным сотрудником, пока ни с того ни с сего не взяла и не предала нас. Знатные, конечно, мозги там промыли. Она еще уши развесила Тише ты. Малецкий пытается сказать, что Лаэтана оказалась под дурным влиянием. Да. К сожалению, не все способны понять, что организация всегда действует исключительно во благо. Ведь мы занимаемся настолько сложными вещами, что когда смотришь со стороны, не вдаваясь в подробности, наши действия можно истолковать неверно. Но поверь, Лолошка, этический вопрос волнует нас больше всего. Это основа организации. Основа, которая призвана помогать всем существам. В нашем главном штабе есть несколько департаментов, работающих над оперативным разрешением кейсов повышенной сенситивности. Не говоря уже об отдельных командах, действующих локально на объектах. Это правда. Если у кого-то возникает сложная моральная дилемма, мы обращаемся к специалистам, в том числе и высшее руководство. Когда принимает какие-то масштабные решения, оно обязано проконсультироваться с этическим отделом. Это часть регламента. Как много информации. Просто скажите мне, что теперь будет с Лаей? Какой у вас этот регламент для таких случаев? Вы что, убьете ее? Убьем? Нет, конечно нет. Лаэтана одна из наших. Она, конечно, предательница, но ее опыт для организации бесценен. Да и работникам она была прекрасным. Сейчас мы ищем ее, чтобы поговорить. Всего лишь провести разъяснительную беседу. Да, я уверена, нашим коллегам удастся найти с ней общий язык. Думаю, Лолошка, она просто запуталась. Так, слушай, а может быть с ним уже как-то к делу ближе, не? Да подожди ты, Малецкий. Ты, кстати, совсем не пьешь горячий напиток. Он уже остывает. Да, точно. Спасибо. Так, подожди, в смысле? А тебе что, прям так важно, чтобы я выпил? А я не буду. Что такое? Тебе не нравится напиток? Скажи, может быть, ты хочешь какой-нибудь другой? Малецкий мигом сделает. Нет, спасибо, я просто не хочу пить. Да, ладно, конечно. Без проблем. Может быть, у тебя есть какие-то другие вопросы, на которые ты бы хотел получить от нас ответ, А вот это, кстати, да. Например, как вы оправдываете свои убийства? Лая сказала мне, что вы за мной охотились, потому что вы занимаетесь зачисткой линий. Не оставляете в них ни одной живой души. Ох, какой молодец! Ты задаешь очень умные вопросы. Дело в том, что эта ветка должна была быть закончена. Это было совершенно неизбежно. И то же происходит со многими другими ветками. К сожалению.
Наша задача — избавить существ, привязанных ко времени, от страданий, если они по ошибке выжили в тех ветках, в которых время закончилось. Ты разве не страдаешь в этой ветке? Нет? Ну, то есть, да, я страдаю, но я не настолько страдаю, чтобы хотеть умереть. Может ли быть, что ты не настолько привязан ко времени, как остальные? Ну... Ну ладно, хорошо, давай не будем об этом пока что. Я понимаю, что у тебя нет причин быть с нами полностью откровенным, Лолошка, когда мы сами не можем поделиться с тобой некоторыми данными о нас. Но ты нас очень заинтересовал, поверь. Мы бы хотели тебе предложить работу в организации. Если ты согласишься сотрудничать, мы во всех подробностях расскажем тебе и о нашей работе, и о том, как устроено время, и о любой из существующих линий. Ты получишь доступ ко всей информации по всем существующим линиям и вселенным. Но на этом преимущества работы с нами не заканчиваются. Все новобранцы организации проходят через процедуру временной дематериализации. Или как у нас это неформально называют, отвязка. Только представь себе, ты больше не будешь привязан ко времени. Ты станешь вневременным существом. Сможешь передвигаться в этой среде без скафандра, а также получишь гарантированный социальный пакет. О, да-да-да-да-да. А знаешь, какие у нас условия жизни в общежитиях организации, а? Это даже представить себе невозможно. Ну, пока не увидишь. Ну и, конечно, зарплата отличная. Что происходит? Раз это невозможно себе представить, пока не увидишь своими глазами, может быть, вы просто устроите мне небольшую экскурсию? Хотелось бы понимать, где мне предлагается работать и жить, прежде чем на что-то соглашаться. Оу, Лолошка, мы понимаем, о чем ты, но нет, экскурсии у нас не предусмотрены. В здание организации имеют доступ только ее сотрудники. Это железное правило. Тем более, ты в любом случае не сможешь попасть ни в один наш офис, не пройдя процедуру отвязки. Мне жаль, Лолошка. Но поверь, нам было бы невыгодно врать о хороших условиях. А организации было бы невыгодно плохо относиться к своим сотрудникам. Ведь мы все работаем лучше, когда о нас заботятся. Что скажешь? Ты готов принять наш оффер? Это очень неожиданное предложение, если честно. Я... Ни хрена себе... Не, ну блин, очевидно, что, опять же, типа, все же поняли, все же не настолько дураки, чтобы не догадаться о том, что я на самом деле просто им нужен для чего-то. Мне кажется, это связано с Лаей, типа, им просто нужна Лаэтана. Что выбрать? Категорически отказаться? Попросить временно подумать? Согласиться работать? Я в шоке, что у меня 2 серии подряд такие выборы. Я прям, ну не знаю, я в тотальном шоке. Попросить временно подумать, давай-ка попробуем. Что? Подумать? Слушай, я не уверена, насколько ты понимаешь, какие преимущества тебя ждут, если ты согласишься работать на нас. Да. Соглашайся, Лолошка. Ты получишь ответы на все свои вопросы. На все. Да, я понял, ладно. Но нет, я не могу так сходу принять такое важное решение. Если вы хотите, чтобы я дал вам ответ прямо сейчас, то он будет отрицательным. Ну что ж, как скажешь. Мы дадим тебе время подумать. Охота за тобой будет прекращена. Серьезно? И слежка тоже? Ой, послушай, мы тебя в любом случае насильно в организацию не потащим. Мы просто хотим помочь тебе. Но если тебе нравится жить в совершенно пустой ветке в полном одиночестве, когда вокруг такая агрессивная среда и нет возможности даже разобраться в том, что происходит, если такая жизнь тебя устраивает, без проблем. Да, согласен. Я бы даже это жизнью не назвал. Это ж скорее выживание. Именно, послушай Малецкого. В общем, Лолошка, ты можешь делать что хочешь, но подумай как следует над нашим предложением. Мы вернемся к тебе за ответом чуть позже. До свидания, Лолошка. До свидания. Это был неожиданный поворот. То есть совсем недавно
Они буквально пытались меня прикончить, а теперь они мне мило улыбаются и зазывают в организацию. Лайе я, конечно, тоже не слишком доверяю, да и расстались мы в последний раз совсем не на хорошей ноте, но ей я все равно доверяю больше, чем этим странным ребятам. Они серьезно убивают живых существ и еще умудряются это как-то прикрывать этическими нормами. Да это же бред и самообман какой-то. Но все-таки интересно, какие цели преследует на самом деле эта организация? Каковы ее масштабы? Зачем я понадобился им? Как же много вопросов. Все это требует подробных размышлений и анализа в стиле Джона. Но займусь я этим, наверное, чуть позже. Чувствую, что сейчас мне просто необходимо как следует отдохнуть и, наконец-то, поспать в кровати. В своем, черт возьми, бункере. Вроде бы, как я понимаю, я теперь могу сюда вернуться, да? Правда, проверю-ка для начала, все ли здесь в порядке. Мало ли, что-то произошло, пока меня не было. Я в афиге. Ну да, это правда звучит все слишком... Знаете, какое бы слово такое подобрать, чтобы все поняли? Стерильно. Вот реально, все фразы, которые были сказаны Асой, или как она там, агент Браун, они все такие стерильные, такие чистые, прям такие врачебные. Как бы еще такое слово подобрать? Зато мы в лишний раз утвердили себе, что нет, они искали не меня, они искали другого владельца этого бункера, но мы так и не понимаем, кто этот владелец бункера. Помните, они еще между собой сказали фразу, что в этой линии все идет не так. И это не так как раз-таки наверняка тоже связано со мной. Давайте честно, это никак не помогло понять фразу смотрящего. Ты все еще привязан ко мне. Тебе придется принять решение, которое ты уже принял. Я осознаю, смотрящий — это время. Значит, он говорит, ты все еще привязан ко времени. И агент Браун говорит, все новобранцы организации проходят через процедуру временной дематериализации. Как у нас неформально это называют, отвязка. То есть, получается, мне все-таки надо будет когда-то согласиться, да? Хотя также ощущение, что смотрящий имел в виду другое. Тебе придется принять решение, которое ты уже принимал. Какое такое важное решение я принимал? Вот правда, какое? Сейчас мы обязательно пойдем к Лае, но перед этим... Ё-моё. Перед этим у нас тут полная задница с водой. Обалдеть, каждый модуль буквально затопило. Так, погоди-ка. У меня должны быть кислородные трубы, у меня должны быть водопроводные трубы. А теперь это надо как-то починить. Вопрос только как? Подожди, реально, где это чинится? А где это чинится? Вот в этой комнате понятно. Починить. Замечательно. А в этой комнате непонятно. Я реально не понимаю, где тут починить. Все ресурсы остались. Бред какой-то. А, нет, все, не бред, я нашел. Тут, оказывается, дыра в полу. Починить, все. Фу ты, блин, я уж думал, все, никогда не смогу. Так, здесь у нас... Ой-ой-ой-ой, Слайми, привет. Дружище, у тебя все нормально, сейчас мы тебе починим, не волнуйся. Давай, чинись. Надеюсь, то, что еда есть, замечательно. Создал уже много слизи. Кстати, на самом деле, когда накопится 4 стака, напомню, тут появятся еще слаймы. Чай с лимоном и медом, кстати, мне дали. Сытная еда. Горяченький. Слушай, а если я его выпью? Вроде бы все нормально. Может быть, что-то поменяется, но походу это реально был чай с лимоном. Продолжаем чинить. Хорошо. Починка выполнена. Скафандр забираем, надеваем. И вопрос, а неужели прямо сейчас дронов не будет? Типа, я больше не могу их убивать и фармить опыт? Ё-моё! Эй, уточка, привет. Короче, в комментариях некоторые написали вопросы. И самый популярный вопрос у уткар: как дела? Бам! Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Что ж, на вопрос, как дела, она не отвечает. Ну, понятно. Также напомню, если мы напишем скинт, то она говорит, это мистические кристаллы, упоминающиеся в архейских летописях в период пробуждения. И вот мне интересно, а могу ли я узнать, что такое пробуждение? Ну-ка. Пробуждением называют один из самых древних периодов архейской истории. О нем очень мало известно. Все, что дошло до наших дней, сводится к тому, что народы Архея наконец освободились ото сна. Это трактуется всеми учеными по-разному. Народы Архея наконец освободились ото сна. Помните, в конце Сердца Вселенной все оставшиеся живые существа жили во сне Джона, во сне GDH. И, судя по всему, прошло много-много времени, и народы Архея освободились от этого сна. Так, это интересно. Погоди, что еще? Архейская история. Могу ли я, например, вести архейскую историю? Хотите узнать больше об истории Архея? Что? Да, хочу.
Посетите этнографический музей города Силанхва по координатам -2978, -85. Что вы хотите сделать? А, это тот самый музей, в котором мы были, да? Могу ли я, например, вести архейская история? Наверное, это будет не очень, да? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Ну да, архейская история это не то. А если я просто вот архей веду, кстати? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Понятно. О, кстати, подожди, а если ввести про владельца этого бункера? Владелец бункера. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Да, короче, кто я? Во, кто? Ошибка. Пользователь не зарегистрирован. Чтобы пройти регистрацию, обратитесь в ближайший офис Уткар. Что вы хотите сделать? Ай, короче, ладно, плевать. Вы можете писать свои какие-то вопросы дальше, я буду их обязательно брать и иногда вписывать. Утка у нас такая, любит вопросы, но не на все отвечает. Пойду-ка, наверное, на всякий случай проверю. Дроны. Неужели они правда пропали? Здравствуйте. О, блин, давно мы не были на улице. Машина все еще стоит. Она не заведена, надеюсь? Ну-ка. Да, она вроде бы не заведена. Ну, все, тогда пусть стоит дальше. Я не думаю, что она мне сейчас понадобится. Я точно помню, что дроны где-то здесь есть. И... А, дронов нет. Нет, дроны есть. Вот они. Привет. Привет. А, они на меня не обращают внимания. Прикольно, то есть я действительно теперь здесь как свой. Но дроны при этом остались. Ха-ха-ха, удобненько. А подожди, я их могу, наверное, даже подстрелить, я правильно понимаю? Например, я хочу фармить опыт. Что мне остается, кроме как убивать этих дронов, да? Допустим, я стреляю. Хе-хе-хей! Чё, будешь нападать на меня? Тебе сказали, что меня атаковать нельзя! Ах ты ж зараза! Ладно, все, я понял. Если атакую я, то, наверное, все-таки можно атаковать. Так, тихо, слышу. А, вы... Нет! Да нет, ребят, ну тебя-то я не стрелял! Успокойся! Тихо. Хорошо, опыт, благодарю. Сколько они теперь в итоге будут успокаиваться, чтобы в меня не стрелять? Наверное, это не то, что мне сейчас нужно проверять, потому что я давным-давно хотел написать... Брунус! Здравствуйте. Лая. Блин, Лая, нет, нет. Неужели реально как ушла и больше не возвращалась? Мне очень важно поговорить с ней и спросить, что от меня хочет организация. Хотя бы понимать примерно, зачем она меня завлекает. Я не верю, чтобы она прям ничего не оставляла. Пожалуйста. Обидно. Короче говоря, обратно Малус. Возвращаемся в бункер. И, наконец-то, теперь я могу супер спокойно взять скафандр и поставить его на зарядку. Да. Кстати, у меня 16 тысяч опыта. Надо бы прокачаться. Для меня все еще важна выносливость, потому что у меня не так много места в инвентаре. Поэтому мы прокачиваем до 28. И у меня не появляется слот. Блин, тогда прокачиваем до 29. Ну-ка. Во, слот появляется. На следующий уровень уже нужно 3700 опыта. Это, конечно, много, но давай проверим. Почему у меня все еще 5 очков генома? Что это за баги? Я же знаю, что у меня на самом деле не 5. Это какой-то дурацкий баг, который не решается никак. Все, что я хочу прокачать сейчас из этих генов, это только широкий размах. Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. Требование 30 силы. Сейчас у меня сила 23, поэтому раз, два... Повышаем, и все. Опыта остается 1900, но мне также остается всего лишь 5 уровней, и я наконец-то качнусь. Простите, дроны, но походу мы не союзники. Итак, дамы и господа, сила 26, 27, 28, 29 и не 30, потому что не хватает. Блин, прям совсем капелюсечка остается. Повышение. Ага, очко генома, спасибо. Короче, остается совсем немного прокачаться до 30-го, но сделаем мы это уже в следующей серии. Ты можешь делать что хочешь, но подумай как следует над нашим предложением. Мы вернемся к тебе за ответом позже. До свидания, лол-ложка. Окей, ожидаем организацию вновь. Самое главное, что пока что между нами какой-то контакт, и пока что они не то чтобы собираются меня сливать, но как долго это продлится? Обязательно побеседуем с Лаей, я очень на это надеюсь. А вы, прошу вас, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Ваша поддержка в столь нелегкое время, когда все замедляется, очень кстати.
Да и в целом она всегда бустила нас как команду. Поэтому спасибо большое, если вы не пропускаете это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и приглашение в организацию. До сих пор в это не верю. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.